амбар, а в нем не хлеб. Живые люди! Они молчат, предчувствуя беду. Снаружи за дубовой дверью судьи. Внутри сельчане приговора ждут. Старик прикрыл полошу веки внука, погладил по вихрастой голове. На сердце сжала боль. Такая мука! Лишился двух любимых сыновей. Погибли в первый день войны под Брестом. Старуха-мать ушла за ними след. На фронт медсестры подалась невестка. Вести не шли, шибана и нет. И пообещал старик сберечь сыночка. А что теперь? Собрали фрицы сей сельчан в амбар, подняв с постели ночью. Здесь липкий страх, а там за дверью смех. Неужто расстреляют? Как же дети? Их 30 человек. Все мало-мала. Матвейка мой, я за него ответил. Зачем его невестка привезла? Остался бы в Саратове, быть может, все было бы иначе. Что теперь? Совсем немного он на свете пожил. Нет, не расстреляют. Немец же не зверь. Запахло керосином. Подозрение ошпарило сознание старика. Неужто же живьем? Еще мгновение, и сжалась в гневе крепкая рука. Сметнулось пламя, закричали люди. Тинанием наполнился амбар. Жестокой казни радовались судьи, приветствуя неистовый пожар. А в нем горели дед и внук Матвейка. Вознес их к небу вопиющий глаз. Играет поминальная жалейка о тех, кто умер и принял.